Запись идет. Всем здорово. Здравствуйте. Здравствуйте, это Артур. Тот Артур, про которого я в каком-то блоге рассказывал. Вот с ним мы, в общем, тут бизнес мутим. Станем олигархами, наверное, вскоре. Будем ездить вон на такой машине, покажи. Да. Ну, я, может, другую себе какую-нибудь возьму. А ты можешь на такой кататься. Мне пока что вот эта машина нравится больше, двухколесная. Сегодня тут у ребят происходит рекламная кампания, и мы тоже этим воспользуемся и поснимаем немножко для себя. 11 лет в логистике. Кстати, хотя сдал вот не так давно на категорию CE. У нас, кстати, с ним запланирован рейс, поедем вместе. Я его буду, скажем так, стажировать. Полностью с нуля. Да, полностью с нуля. Ну, он не полностью с нуля, ты же с правами. Ну да. Он будет делиться опытом логистическим. Мне кажется, интересно, что должно, да, получиться. Должна? Плюс-минус в сентябре. Так что ждите, будет блокбастер в лучших традициях Рига-Вуда. Да, надо было готовиться, тексты заранее прописывать, но тексты заранее прописывать не получается. И приходится на ходу импровизировать. Некоторое время назад я у себя в Инстаграме провел опрос. Мне задали люди вопросы в сторис. Самый частый был вопрос, когда видос. Отвечая на этот вопрос, вот видос. Но вообще, когда начнем работать, тогда будут видосы чаще выходить. А второй по популярности вопрос, который мне задавали, был: что с фирмой, Паш? Фирму мы зарегистрировали, подали на лицензию. Даже в этом видосе сейчас будет интервью с автотранспортной дирекцией. Это та организация, которая выдает лицензии на грузоперевозки, также их забирает, если вдруг у вас какие-то нарушения. Ну, даст Бог, на этой неделе лицензию получим и в ближайшее время начнем уже работать. Нам останется решить вопрос с грузовиком. С грузовиками вопрос будем решать с тракпоинтом. В среду у нас там встреча. Ну, наверное, сегодня среда, сегодня видос выходит. Значит, мы сегодня поехали в тракпоинт о чем-то там договариваться. Даст Бог, мы договоримся. Кстати, еще был вопрос относительно Мерседеса, обзор которого месяц назад, наверное, вышел. Этого Мерседеса я себе не купил. С таких денег на покупку такого грузовика на данный момент у нас нету с Артуром. Это был просто обзор, который мы сняли. Мы находимся сейчас в Старушке возле автотранспортной дирекции. Пойдем туда, чтобы заявление подавать на получение лицензии. Это Аудия улица, да? Вальня, Короче, это недалеко от галереи «Центр» в старом городе находится. Там табличка о том, что это автотранспортная дирекция. Здесь, кстати, чипы все получают, делают, заказывают. Ну и лицензии тоже. Пришли подавать заявление на главную лицензию нашей юной транспортной компании, на Eiropas Kopienas, Атлию так называемую. И хотим еще сегодня подать заявление на дигитальную карточку компании, чтобы каждая машина была бы в ней прописана. Ну, мы написали 3 заявления, даже 4. В принципе, мы подготовили все документы заранее, их все можно скачать на сайте транспортной дирекции. Загрелся наш номерок. Pirmā licence, pirmā transporta uzņēmuma. Kravu pārvadājumi starptautiski. Mašīnas virs 3,5 tonnām? Jā, lielās Latvijas kūras. brauksmes, Ārpus Latvijas, jā. Tad jums vajag iesniegt licenci un uz Eiropas kopienu. Jā, tas ir iesniegts uz licenci. Jā. Un BD. BD. Valsts nodeva ir samaksāta 20 Valsts nodeva ir samaksāta, mums arī ir maksājuma uzdevums. Jā, labi. No uzņēmuma konta, ja? Tieši tā. Jā, jūs zināt, ir 3 nosacījumi. Tātad laba reputācija, ko mēs pārbaudām savās datu bāzēs. Atbildīgā persona, Jā. ja, kur drīkst strādāt divos uzņēmumos, jo kopīgais mašīnas skaits nepārsniedz 50 transporta līdzekļus. Ja? Un finanses nosacījums. Ja? Jūs esat jauna firma. Jā, mazāk par 3 mēnešiem. Mazāk kā 3 mēneši, tad mums pietiek ar uzņēmuma reģistru, reģistrēto pamatu. Jā. Ja? Tas ir pārbauda.
приняли два заявления. Первое – это на лицензию для перевозок между странами. Не по территории Латвии, а между странами. И вторую для такой, так называемой Eiropas-kopienas atļauja. Это тот документ, который выдают на фирму фактически. Еблабак, это кревиский. Лабак-Кревиский, да. Здравствуйте, Марис Вайц, заведующий лицензионным отделом в автотранспортной дирекции. Автотранспортная дирекция – это коммерческая организация, владелец которой Министерство транспорта. Автотранспортная дирекция занимается организацией политики и выдачей документов для перевозки с грузовыми транспортными средствами и также для пассажирских перевозок. Организует международные регулярные перевозки и регистрирует водителей такси. Очень много и документы. Очень много функций получается. Да. Потому что так со стороны посмотреть, для многих это место, где получить карточки. Могу я вас попросить рассказать про лицензию? Для чего транспортные компании вообще иметь лицензию? Кто вообще придумал, что надо получать лицензии, а нельзя просто купить грузовик и ехать? Лицензия – это регулировка коммерческих перевозок по всему Евросоюзу. То есть одинаковые требования являются во всех странах Евросоюза, так как перевозчики из Латвии едут в другие страны и конкурируют с перевозчиками и других европейских стран. 4 требования, которые должна каждая компания выполнить, они одинаковые в каждой стране Евросоюза. То есть и латвийский перевозчик может быть уверен, что тот, который перевозчик зарегистрирован в Германии, то он будет работать под такими же условиями и сможет с ним конкурировать. Потому что главное в этом транспортном бизнесе, да, чтобы знать, что все остальные, которые работают под таким же условиям, в этом случае нету какого-то конкретного перевозчика в какой-то конкретной стране, какие-то конкретные преимущества. Да, и эти 4 требования – это профессиональная компетенция, то есть в фирме должен быть человек, который имеет сертификат. Чтобы получить этот сертификат, надо сдавать специальный экзамен. Должны быть знания по организации перевозок и всем законодательствам, которые относятся к автомобильным перевозкам. Сертификаты бывают 2 вида – на грузовые перевозки и на пассажирские перевозки. Если человек хочет заниматься бизнесом на грузовых и пассажирских, то может получить сертификат и на грузовые, и на пассажирские перевозки. А следующее требование – это финансовое состояние должно быть минимальное, которое требуется. Чтобы получить лицензию, как минимум должно быть ресурсов как минимум 9000 евро. И на каждое последующее транспортное средство должно быть дополнительно 5000. То есть если у вас 10 машин, то это будет 5 умножить на 9 и плюс 9000. 54 это будет та сумма, которая должна быть в уставном капитале или по балансу в позиции partial capitals. Следующее требование – эта фирма должна быть зарегистрирована в Латвии, чтобы в Латвии получить лицензию. Далее, 4 требование – это должно быть хорошая репутация. То есть не сама фирма не имеет нарушений в автоперевозках, ни владельцы, члены правления не имеют нарушений, и транспортный оператор, который имеет сертификат, тоже не может быть с нарушениями. Вот это те 4 главных требования, которые общие по всей Европе. Интересный такой момент выяснился, что в Латвии около 6, по-моему, тысяч фирм транспортных, у которых есть лицензия, активных, которые осуществляют международные перевозки. И на эти 6 тысяч фирм 15 тысяч грузовиков, чуть больше. То есть, если посчитать среднюю латвийскую фирму, как она выглядит, то это маленькая фирма, у которой 3 машины. По-моему, только 5 фирм в Латвии, да, если я не ошибаюсь, у которых более 100 машин. Остальные все фирмы поменьше. Штука такая интересная, то что... Какая штука интересная?
кажется, что водителей-дальнобойщиков в Латвии просто немереное количество. А на самом деле людей, реально 1020 только. Это говорю с учетом тех водителей, которые работают исключительно по Латвии. Это примерно 5000 таких водителей. Из общего числа водителей в Латвии только 6000 водителей нерезидентов. Это не такая уж большая цифра. Хотя до общения с АТД у меня были совсем другие представления. Думаю, что просто тут не то чтобы тысячи, а десятки тысяч людей работают у нас здесь. А реально по факту с Украины, по-моему, 1500 только водителей во всех латвийских фирмах работают. Где-то 1000 из Белоруссии, человек 500-600 только из России работает. Ну и плюс там какие-то другие страны. Человек 200 из Филиппин даже у нас работают. Так что это получается достаточно такая эксклюзивная профессия еще на данный момент. Хотя, судя по тем людям, которые на меня подписаны, по тем новостям, которые я у себя в ленте вижу, мне кажется, что просто вообще каждый второй житель Латвии это дальнобойщик. Потому что у меня все, что в ленте, это все связано с грузовиками, с перевозками. Много таких случаев, когда лишается лицензии компании? Да, есть случаи. Одно из основных случаев в Латвии, когда лишается лицензии, это по требованию налоговой инспекции. В том случае, если есть вот эти грубые нарушения в других странах, то тоже были у нас случаи, когда у перевозчиков аннулировались лицензии. Это даже нарушение по чипу, да, считается? Там, там большое количество, там специальный нормативный акт, который оговаривает все те нарушения и делит их на тяжесть этого нарушения. Да, там, если это нарушение более 2,5 часов сверху, да, уже считается очень грубым нарушением. Также это нарушение по перевесу и так далее, опасным грузом и далее, перевозкой животных и так далее. В каждой регулировке, где есть какие-то требования, есть, соответственно, нарушения, за которые можно получить не только штраф, да, то есть штраф налагается, но именно автотранспортная дирекция потом уже решает вот это общее количество нарушений, является ли таким, чтобы такого перевозчика из этого рынка транспортных перевозок исключать. Есть ли какая-то главная организация во всем Евросоюзе, которая эти все вопросы, откуда идет вся информация? В Евросоюзе эта организация, в принципе, тогда вам надо вникать, как организован Евросоюз. В Евросоюзе все решения принимают все государства вместе. В последнее время такое самое резонансное, наверное, нововведение, которое постепенно уже вводится, скорее всего, сколько я понимаю, в следующем году должно ввести полностью это пакет мобильности. Да. Автотранспортная дирекция будет со стороны Латвии это все регулировать, именно насколько перевозчики выполняют требования? Да, потому что это требование, которое требует вот этот возврат транспортного средства каждые 8 недель обратно в Латвию. Это одно из этих 4, которое будет проверяться здесь в Латвии. То есть перевозчик должен будет все те транспортные средства, которые у него есть, не реже, чем один раз в 8 неделях транспортное средство должно возвращаться в Латвию. Да, на текущий момент водитель имеет право каждые 4 недели возвращаться обратно в Латвию. Честно говоря, не знаю, мне, наверное, Павлу тоже кажется, что это совсем не в интересах латвийских транспортных компаний. Да. К сожалению, тут я уже рассказывал, что это принимается Евросоюзом в общем числе, да, и, скажем, если мы берем то количество людей в Латвии, которые есть, и в тех странах, которые были против этого требования, да, потому что Латвия была против этого требования, это потому что оно против того зеленого курса, который Европа приняла. Если, скажем, там пустое транспортное средство просто возвращается из Германии или из хотя бы Польши обратно в Латвию, там есть выброс СО и так далее, и скажем, Польша тоже не совсем рада, что пустые транспортные средства будут просто гоняться через Польшу, да. Но, к сожалению, те страны, которые были против этого, в общем количестве имели меньше голосов, чтобы это оспорить.
Но, к сожалению, так. Да, может, те, которые у вас смотрят и так далее, будут интересовать, что это новое требование, начиная с 2022 года, требование на лицензирование и разрешение Европейского Союза по всей Европе будет относиться к транспортным средствам, начиная с 2,5 тонн. И это будет относиться в том числе, если грузовое транспортное средство меньше 2,5 тонн, но присоединяется прицеп и общий вес превышает 2,5 тонны. Очень-очень много транспортных компаний коснется этот пункт. Да, и больше про пакет мобильности как таковой, что вот это будет такой момент, который может даже весь рынок поменять. Да, вот это требование по возврату транспортного средства, да, тех компаний, которые перевозки в большинстве случаев производят только по Европе, да, они в этом случае будут, наверное, думать о том, или как они это организуют, и это транспортное средство будет возвращаться обратно в Латвию, или куда они будут переносить свою деятельность, да. С литовскими коллегами мы интересовались, там уже есть компании, которые перерегистрируются или в Польшу, тот же самый Крейс сделал в Германии уже. И да, изменение будет в рынке. Изменение будет во всей Восточной Европе. В зависимости от того, куда будет переорганизовываться это транспортное средство, если поляки будут там в Германию, то эти машины уже не поедут обратно в Польшу. И в этом случае, может, перевозчикам из Латвии, Эстонии и Литвы, может быть, останется что-то больше, потому что эти машины уже не поедут в Польшу, они будут там работать. Да? То есть это все будет зависеть от того, как литовские, польские, чешские перевозчики переорганизуются, да, и куда все это перейдет и как изменится. Какая у вас, может быть, доступна статистика? Становится больше транспортных компаний, меньше, машин больше, меньше машин? Статистика у нас есть. Статистику любой интересент может посмотреть на нашем сайте. Там достоверная информация есть, даже анализ, как все это изменяется. На текущий момент у нас в общем количестве лицензированных компаний в Латвии 6295. Но в этом количестве входят и грузовые международные, и пассажирские международные, и пассажирские местные с автобусами, и грузовые местные, и пассажирские перевозки на легковых машинах. То есть чисто грузовые международные перевозки – это 4725 компаний, которые имеют лицензии. И в общем количестве эти компании имеют транспортные средства до 3,5 тонн на международные перевозки 1385, грузовые машины свыше 3,5 тонн для международных перевозок почти 15 тысяч. Латвийские перевозчики в международных перевозках производят столько же примерно тонн-километров, сколько все французские перевозчики. Как это возможно? Потому что французские перевозчики в большинстве работают на местный рынок, а на международном рынке они не особо конкурентоспособные. Но самый большой объем перевозок, да, по тонн-километрам – это Германия. Самое большое количество перевозок производят поляки. По всей Европе в общем количестве, если не ошибаюсь, там где-то 2 миллиона. Грузовых автомобилей, да? Говоря про водителей, на этих машинах кто-то должен ездить. Какая статистика по водителям? Новые водители добавляются? По водителям, как вы знаете, проблема уже во всей Европе и давным-давно водителей не хватает. К сожалению, новые водители не очень приходят. Надеюсь, кто-то посмотрит ваш канал и захочет работать. К сожалению, в официальных каналах не совсем такая позитивная информация о профессии водителей. Снутри, наверное, показывая, как это делается, может быть, это получается интереснее, и молодые люди начнут этой профессией заниматься и поймут, что не такая уже плохая профессия, и платят тоже не так уже плохо.
наши лучшие водители уехали в другие европейские страны работать. К сожалению, латвийские перевозчики должны на текущий момент приглашать водителей из третьих стран. И главные страны, откуда у нас водители приходят, это Украина, Белоруссия, Россия, Узбекистан, Филиппины, Грузия, Казахстан. Если из экзотических стран, то есть и Израиль, Таджикистан, Армения, Индия. Из третьих стран в общем количестве у нас где-то 5000 водителей. Ну, надеюсь, что в какой-то момент и местные водители новые появятся. Средний возраст водителя профессионального, к сожалению, с каждым годом становится больше и больше. Да, наше интервью подходит к концу. Можете ли вы нам, как юной компании, где-то юным водителям, дать рекомендации, что нам надо иметь в виду, что нам надо всегда помнить, работая в этой профессии, работая в этой индустрии в общем? Так как автотранспортная дирекция одна из тех институций, которая присматривает за тем, чтобы эта конкуренция соблюдалась и все бы выполняли требования, то самое главное рекомендация – это не делать нарушений. Потому что, как я уже вначале говорил, из-за нарушений лицензию можно в конце концов и потерять. А лучше поинтересоваться заранее, что и как надо делать, или в саму автотранспортную дирекцию, или на нашем сайте можно найти доскональную информацию о том, какие требования в каких странах есть. И если у вас перевозка в какую-то страну, куда вы еще не ехали, то поинтересоваться, какие там требования в этом случае, и особенно и со всеми этими ограничениями по пандемии. Вы, как новая компания, и все остальные компании зарабатываете тогда, когда машина с грузом двигается. В том случае, если машина пустая стоит или с грузом стоит, вы деньги теряете. Особенно если она арестована, правда? Да, и самое главное, чтобы у вас эта машина никогда излишне не стояла. Ну, не теряйте деньги. И самое главное, не нарушайте, потому что изначально поинтересоваться это дешевле, чем уплатить любой штраф. Потому что штрафы в автоперевозках очень большие. Я хочу поблагодарить Марису за то, что рассказал так много интересной информации. Многие вещи для меня были новые. Да. Надеюсь, что наше сотрудничество будет хорошим. Спасибо вам большое. Да, пожалуйста. Licence ir bez maksas. Eiropas kopiena ir 86 eiro. Jā. Jūs maksāsiet tagad, vai es jums rēķinu? Tad es teiktu, ka labāk mēs vēlāk to visu izdarīsim. Jā, tad es izskatīšu visus dokumentus. Soda reģistrā ir administratīvie pārkāpumi, noziedzīgie pārkāpumi un starptautiskā datu bāze ERU, vai jums nav kādu pārkāpumi ārpus Latvijas. Ja? Tad es visus tos datus salasīšu, viss būs kārtībā, es iesniedzu šos dokumentus uz komisiju. Komisija, apmēram nedēļas laikā izskatīs, ja? Bet oficiāli vispār dokumentu izskatīšana ilgst mēnesi. Tas ir domāts tad, ja sodu reģistrē kaut kādu pārkāpumu, ka mums ir laiks sagaidīt atbildi uz sodu reģistri, ja? Tā kā, un pēc atmaksas iesniedzam uz komisiju, komisija izvērtē, un jums uz e-pasta atnāk paziņojums, ka jums ir piešķirta licence. Labi. Ja? Tas ir arī viss, ja? Tad es jums nosūtīšu rēķinu uz jūsu norādīto e-pastu, ja? Jā, Un, ja mēs būs viņu kādi atpazīstam. jautājumi, es ar jums sazināšos, ja? Sarunās, paldies jums. Visu labu, ja. Документы мы подали, нам рассказали, меня и Павла полностью проверят по всем базам. Есть ли какие-то нарушения, есть ли неоплаченные штрафы, есть к чему придраться. Если все будет в порядке, в течение недели комиссия примет решение, выдавать нам лицензию или нет. В принципе, это, наверное, все. Потом нам надо будет еще на каждую машину получать карточку, но это уже мелочь. Сегодня для Сендера, с которыми мы будем работать, была фотосессия, немножко тут тоже удалось поснимать, плюс интервью, которое было, надеюсь, вам понравилось, и плюс проба пера и дебют Артура. Надеюсь, зашло, там, короче, лайки, шмайки, ну, если хотите, если не хотите, не надо.
Да, но следующие видосы будут. Когда уже начнем работать полноценно, когда сяду за грузовик, поеду, и видосы тоже должны более регулярно начать выходить. Боюсь обещать, хотя хочется это сделать, но обычно, если что-то обещаешь, часто бывает так, что подводишь. Поэтому обещать не буду, что видосы будут регулярными, но приложу к этому усилия и постараюсь. Больше, чем старался обычно. Все, давай, всем любви, до скорых встреч. Че, погнали хулиганы, да? Сейчас mēs drusku vēl, poras minūtes bukvalno.